Всем привет! Мы находимся на одном из райских островов посреди Индийского океана. Мы в отеле Дикали. Меня зовут Антон, и вы на канале про отели. Поехали! Итак, в прошлом видео мы покинули отель Курумба. Кстати, если еще не смотрели тот выпуск, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Наш путь включал в себя перелет на гидроплане, и уже это само по себе является захватывающим опытом. С воздуха острова Мальдив выглядят просто великолепно. Сначала, добравшись до аэропорта Мале, необходимо зарегистрироваться на рейс, как на обычный полет, только в отдельных стойках регистрации. Там также взвесят и проверят ваш багаж и выдадут посадочные талоны. Далее вас везут минут 20-30 до отдельного терминала. В общем, довезли нас до терминала, садили ожидать, так скажем, такую лаунж-зону. Угощают всякими вкусняшками, кофе, чай, напитки, печеньки. Перед посадкой нас хотели развести на дополнительные $300 за багаж. Посчитали одно багажное место вместо 3. За 10 минут все уладили, в итоге не взяли вообще никакой доплаты, но стоит в любом случае быть внимательнее. Особенность авиасообщения на гидропланах на Мальдивах в том, что по сути это маршрутка, дико неудобная и делает несколько остановок на разных островах. Наш остров был первой остановкой, что достаточно удобно. Правда, когда возвращались обратно, пришлось сделать 5 или 6 дополнительных остановок. Подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы не пропустить лучшие моменты нашей поездки, а также следующие видео. Отель расположен на атолле Раа с пышной тропической растительностью и великолепным домашним рифом. Остров располагается в 156 километров от аэропорта Мале. Размер острова 980 на 260 метров. К услугам гостей отель предлагает спа-центр, 3 больших бассейна, детский клуб, 4 ресторана, 2 бара, пиццерия и кафе, водный спортивный центр, 179 различных бунгало и вилл как над водой, так и на пляже, с бассейном и без, площадью от 70 до 170 квадратных метров. И представьте себе, Дигали Сьют вилла на 400 квадратных метров для больших компаний, которая включает услуги дворецкого. Недалеко от отеля находится несколько известных точек для дайвинга, включая Ханифару Бэй. С октября 2020 года отель работает только по системе Premium All Inclusive, то есть вы можете пользоваться абсолютно любыми услугами отеля. Мы наконец добрались до Дигали. Вся дорога от Курумба у нас заняла где-то 2,5 часа. Сейчас идем на регистрацию, получать ключи от номера и покажем вам номер. При входе тут дают вот такие вот полотенчики ледяные, что очень кайфово после жаркого самолета. Мы жили на вилле с прямым выходом к океану, без бассейна, зато со своей небольшой бухтой. В общем, вот наша вилла. Небольшая, поменьше по сравнению с Курумбой, но тоже достаточно просторная. У нас комплиментик. Здесь уже точат бананы. Кроватка для Стеши, кроватка для малышки, наша кроватка. Вот такая вот ванная комната тут. Душ, туалет, ванна. Кайфовать и релаксировать. Ну и самое главное, у нас здесь появляется персональный пляж. Конфетки. И мы выходим фактически в открытый океан. Буквально в первый день я взял в аренду маску и ласты и изучил коралловый риф перед нашим номером вдоль и поперек. Мальдивы по красоте подводного мира могут легко составить конкуренцию Красному морю, так что если вы любите водную стихию, крайне рекомендую уделить на это несколько часов. Во всех отелях на Мальдивах, которые мы посетили, на случай дождя есть зонты.
причем как в самих номерах, так и в общественных местах, так как дождь может начаться внезапно и также закончиться. Привет, как тебя зовут? Мехарбан. Что вы делаете? Мы рубим кокос и убираем лишние ветки, чтобы они не упали на голову гостям. Да, на Мальдивских островах огромное количество пальм. Это как сосны в России, только вместо шишек кокосы. В отличие от шишки, падение кокоса на голову может закончиться печальными последствиями. Как минимум можно получить сотрясение. В целом опасности нет, так как администрация острова тщательно за этим следит. Но не стоит пробираться по джунглям, минуя дороги. Сам остров небольшой, где-то километр длиной и 250-280 метров шириной. Но для удобства передвижения гостей здесь курсируют такие шаттлы, электроавтомобили, на которых можно спокойно доехать. Важной особенностью является, что есть такие остановки, на которых прям есть LED-панель, где отображается, где сейчас находится шаттл. А что самое удобное, прямо в мобильном приложении в режиме реального времени можно наблюдать, где находятся сейчас багги. Экономит кучу времени при ожидании. Но даже если машин на маршруте сейчас нет, можно позвонить на ресепшн и спокойно вызвать. Что еще нужно ребенку? Никакие вам там лакшери не нужны. Достаточно всего лишь играть в песочке. На острове есть достаточно большой детский центр. Здесь много игр, занятий, и аниматоры помогают детям весело проводить время. В центре есть зона отдыха для всей семьи и детская площадка для игр на свежем воздухе. Также в Дигале есть центр водных видов спорта. Вы можете спокойно арендовать сап, гидроцикл, поплавать, покататься. Есть даже парусная яхта, если есть такой опыт, либо желание. Привет. Вы работаете? Да. Я бы хотел покататься на каноэ. Обычно мы рекомендуем кататься вот с этой стороны, но сегодня очень сильный ветер и большие волны, будет очень сложно идти. Завтра в полдень будет хорошая погода. Окей, спасибо. В этом отеле мне так и не удалось покататься на каноэ. К сожалению, с погодой нам в Дигале немного не повезло, постоянно льют дожди, моментально просто они нас накрывают, вроде ничего нет. Но облака вокруг, как вы видите, ходят, и сейчас в любой момент может пойти ливень тропический. Будет он длиться там час, может два, потом все затихает. И вот так может в течение дня быть 2, 3, 5 раз или вообще целый день. Отель Дигали радует своих гостей разнообразными вкусами со всего мира, предлагая несколько ресторанов и баров на своей территории. Здесь каждый найдет что-то по вкусу, будь то изысканные блюда местной кухни или любимые интернациональные закуски. На восточном берегу острова находится ресторан Фару. Это уютный и стильный ресторан, предлагающий изысканные международные блюда. Прекрасная атмосфера с видом на океан. Фару славится своей свежей морской едой, деликатесами, а также разнообразными вегетарианскими и безглютеновыми блюдами. Недалеко от ресторана находится волшебная тропа Jungle Walk. Эта тропа является экологической инициативой курорта, предлагающая посетителям погрузиться в мир красоты Мальдивских островов. Гости могут исследовать джунгли, находящиеся на острове, узнать о местной флоре и фауне, а также о местных традициях и обычаях. По меркам Мальдив этот отель совсем новый. Построили его и открыли в 2017 году, то есть ему сейчас на данный момент всего 4 года. Вся зелень, которая здесь выращена, она выросла на этом острове естественным путем. Сюда ничего не завозили, и при постройке отеля попытались сохранить максимальное количество насаждений, которое было. То есть 80% самих джунглей непроходимых, они здесь так и сохранены. То есть все пальмы, все вот эти папоротники, не знаю, как они называются, они все выросли здесь за многие годы, и при постройке отеля их сохранили. Мы снова добрались до западной части острова, и здесь находится, помимо ресторана Фару, который мы уже показывали, находится пиццерия и замечательный хлебар. Пойдемте, я вам покажу, как здесь готовят пиццу. Значит, берем тесто, раскладываем, добавляем томатный соус, укладываем аккуратно тертый сыр, наполняем основным содержимым в зависимости от того, какую пиццу готовим. После открываем прогретую печь и засовываем нашу будущую пиццу в нее.
Сколько времени ты тут работаешь? Я работаю по 8 часов в день. После 1 минуты берем и вытаскиваем бумагу и отправляем доготавливаться на 45 секунд. В конце просто режем пиццу на куски и подаем нашим гостям. В тени тропических деревьев в центре острова прячется настоящее городское кафе с ароматной выпечкой и лучшим кофе, который бариста заваривает всеми возможными способами. От классического эспрессо до модной альтернативы, включая уникальный кофе холодной заварки. Берут кофе, помолотый особым образом, и долго настаивают на холодной воде, благодаря чему приобретается мягкий и насыщенный вкус с шоколадными и фруктовыми нотами. Самым же тусовочным местом на острове является Хели Бар. Это стильный современный бар, выполненный в стиле когтя какого-то зверя. Здесь можно насладиться широким выбором напитков, а вечерами бар оживает тематическими вечеринками, живой музыкой и диджей-сетами, делая его отличным местом для общения и веселого времяпрепровождения с друзьями и семьей. Еще один уникальный ресторан в самом центре острова – Батута. Название ресторана связано с именем Ибн Батуты, одного из величайших путешественников XIV века. За 30 лет он объехал Северную Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию, оставив свой след в кулинарии этих регионов. По сути, он был блогером-путешественником Средневековья, который провел много времени на Мальдивах, особенно в атолле Раа. Меню ресторана Батута включает не только местные блюда, но и представляет кухни из многих стран, посещенные великим путешественником. Уже завтра мы вылетаем на гидроплане обратно в Мале, откуда стартуем на наш следующий остров, следующий отель. Поэтому поставь лайк этому видео, если видео понравилось. Если не понравилось, то напиши, что именно не понравилось в комментариях. И до новых встреч. Пока. Еще раз я благодарю вас за то, что вы смотрите наши видео и поддерживаете наш канал. Не забудьте поделиться своими мыслями и впечатлениями в комментариях. Если вам понравился наш обзор, поставьте лайк и подписывайтесь на канал и наши профили в других социальных сетях. Всем удачи и до скорого!